Бисмиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Колдовство, вызывающее болезнь. В этом видео мы поговорим о признаках данного вида колдовства, о постоянной боли в одном из органов. Также мы разберем, как действует данное колдовство и как излечиться от данного колдовства, которое вызывает болезнь. Внимательно просмотрите и прослушайте данное видео. После того, как мы разберем признаки данного вида колдовства, мы перейдем к пошаговому пособию, как можно излечиться от данного колдовства. Стоит заметить, что некоторые из признаков совпадают с симптомами обыкновенных болезней. Отличить их можно, прочитав больному рукью. Если он почувствует при чтении головокружение, или онемение, или головную боль, или дрожь в конечностях, или какие-либо изменения в теле, то это болезнь следствие колдовства. В противном случае это обыкновенная болезнь, которая лечится медицинскими средствами. Как действует данное колдовство? Известно, что мозг управляет всем телом. Каждое чувство имеет свой центр в мозге, из которого оно получает сигналы. Если приблизить палец к огню, он посылает быстрый сигнал в мозговой центр, ответственный за чувства. Оттуда приходит приказ мгновенно покинуть опасное место, и рука тотчас удаляется от огня. Причем все это происходит в доли секунды. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Таково творение Аллаха. Так покажите мне, что сотворили все остальные». 31 сура, 11 аят. Если человека поразило колдовство, вызывающее болезнь, это означает, что джин проник в мозг и расположился в одном из его центров, согласно приказу колдуна. Он может обосноваться в центре, отвечающем за зрение или слух, или отвечающем за работу рук или ног. В этом случае орган может находиться в трех состояниях. Джин, по воле Аллаха, полностью препятствует прохождению импульсов мозга к органу, и он перестает работать или выполнять свои функции. Больной слепнет, или глохнет, или становится немым, или его разбивает паралич. Джин по воле Аллаха иногда препятствует прохождению импульсов мозга к органу, а иногда нет. Соответственно, орган иногда работает, а иногда нет. Джин способствует тому, что мозг без причины передает органу множество сигналов, следующих один за другим в скоростном режиме, отчего орган как будто бы деревенеет и не может двигаться, хотя человек и не разбит параличем. Всевышний сказал о колдунах: «Но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха». Всевышний указал на то, что зло исходит от колдунов, но поставил его в зависимость от своей воли. И в этом нет ничего удивительного. Многие врачи не признавали и не верили всему этому, и лишь став непосредственными свидетелями множества случаев излечения, были вынуждены признать истину и подчиниться воле Всевышнего Аллаха. Как-то пришел ко мне один врач и сказал: «Меня привело к вам удивительное дело. Оно просто поразило меня, и я не нахожу ему объяснения». Я сказал: «Хорошо, и что же случилось?» Он начал рассказывать. Пришел ко мне мужчина со своим парализованным сыном, который был не в состоянии пошевелиться. Когда я обследовал его, я понял, что у него поражен позвоночник. Причем болезнь неизлечима и не может помочь даже операция. Спустя несколько недель я встретил отца и спросил о состоянии его сына, у которого были парализованы конечности. Он ответил: «Хвала Аллаху, есть улучшение, сейчас он уже сидит и может передвигаться вдоль стены». Я спросил его: «У кого ты лечил его?» Он ответил: «У Вахида». «Я пришел к вам для того, чтобы узнать, каким образом вы вылечили эту болезнь». Я рассказал ему, что я прочитал ему коранические аяты, начитал рукью на тминное масло, черный тмин, и попросил больного смазывать этим маслом парализованные части тела. И хвала Аллаху, Господу миров, и нет силы и могущества, кроме как у Аллаха. Лечение колдовства, вызывающее болезнь.
Чтение больному руки 3 раза, и если он потеряет сознание, нужно лечить его так, как мы объяснили выше. Если он не потерял сознание, но почувствовал небольшие изменения в своем состоянии, рекомендуется сделать следующее. Запишите суру Фатиха, аят аль-Курси, суру Дым, суру Джинны, короткие суры, а также суры Искренность, Рассвет и Люди. И прослушивайте это 3 раза в день. Начитайте ему на масло черного тмина рукью, содержащую в себе следующие суры и аяты. Сура Фатиха, сура Искренность, сура Рассвет, сура Люди. И аят «Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих». 17 сура, 82 аят. А также слова «Именем Аллаха заклинаю тебя от всего, что причиняет тебе страдания, от зависти завистника и от каждого обладающего дурным глазом. Да исцелит тебя Аллах». Я напишу здесь версию на арабском и транскрипцию на русском. Прочитайте версию на арабском, затем прочитайте версию на русском. Все это нужно проделывать поэтапно. Следующая дуа. О Аллах, Господь людей, удали болезнь и исцели. Ты исцеляющий, нет исцеления, кроме как от Тебя. Исцели исцелением, не позволяющим болезни вернуться. Все это следует делать в течение 60 дней, 2 месяцев. Затем или он излечится, или придется снова читать ему рукью и лечить его по этой схеме другой срок, который представляется подходящим, учитывая его состояние. А теперь поговорим о примерах лечения данного вида колдовства. Девушка, не разговаривавшая месяц, ее привели ко мне отец и брат. Она молчала, не разговаривала и была не в состоянии открыть рот даже для приема пищи. Его открывали насильно, чтобы она могла выпить сок или молоко. Ее родственники сообщили, что в таком состоянии она пребывает уже 35 дней. Услышав рукью, она заговорила: «Хвала Аллаху, Господу миров». Следующий. Джин держит ногу женщины. Она сказала, что испытывает сильную боль в ноге. Я сказал, что, возможно, это ревматизм, но для себя решил, что прочту ей рукью. Тем более, что она ходит с трудом. Как только она услышала Фатиху, тотчас потеряла сознание, и заговорил джин, который и сообщил о том, что он держит ее ногу. Тогда я повелел ему выйти из нее, подчиняясь Аллаху, и он вышел. Женщина же стала ходить нормально, хвала Аллаху. Следующий случай – джин, перекосивший лицо. Пришел ко мне мужчина с перекошенным лицом, словно свернутым в правую сторону. Когда я прочел ему рукью, заговорил джин и сообщил, что мужчина побеспокоил его. Я убедил его, что он совершил это, не видя его, и что его поступок является грехом. Я призвал его к одобряемому и удерживал его от запретного до тех пор, пока он не вышел. Хвала Аллаху. Мужчина же встал только после того, как его перекошенный рот принял обычное для него положение. Хвала одному Аллаху. Следующий случай был девушка, которую не смогли вылечить врачи. Ко мне пришел ее отец и рассказал о том, что его дочь внезапно почувствовала острую боль и потеряла сознание. Уже 2 месяца она пребывает в таком состоянии. Она стала слышать, но не может ни говорить, ни есть, ни пошевелить какой-либо частью тела. На данный момент девушка находится в клинике Асир в городе Абха, в отделении для больных средней тяжести. Один из врачей сообщил мне, что все ее анализы в норме, и они не могут понять, что с ней. Им пришлось сделать ей отверстие в горле
для того, чтобы она дышала, и вставить в нос зонд для питания. Все это сделано с тем, чтобы она провела остаток своей жизни на больничной койке в таком состоянии. Я обычно не хожу к больным сам. Однако в данном случае мне пришлось сделать исключение из-за просьбы одного из уважаемых мною людей, моего друга, известного распространителя ислама шейха Саида Аль-Кахтани, да хранит его Аллах. Ее родственники добились для меня официального разрешения от больницы на посещение больной и ее лечение. Действительно, я нашел больную, лежащей на кровати в состоянии, о котором известно одному Аллаху, слабой, исхудавшей. Она не могла пошевелиться за исключением еле заметного движения головой. При этом она слышала и видела. Я спросил ее о наличии всех признаков колдовства, на что она лишь отрицательно качала головой. В итоге я не смог понять, что с ней. Мы отошли для того, чтобы совершить закатную молитву, и я обратился к Всевышнему с мольбой о ее исцелении. Когда мы вернулись, я положил свою руку на ее голову и прочитал суру «Рассвет» и дуа. И девушка заговорила. И это милость Аллаха. И в этот момент ее отец и братья заплакали от радости, а ее отец поднялся, чтобы поцеловать мне голову. И я сказал ему: «Не думай, что излечение зависит от врача. Оно зависит только от Аллаха. Аллах пожелал для нее излечения в данный момент, и оно пришло через одного из его рабов». Девушка сказала: «Хвала Аллаху», стала разговаривать и выразила желание покинуть больницу. Следующий случай: джин указывает на место, где находится предмет колдовства. Ко мне пришел больной юноша, и когда я стал читать ему рукью, сразу заговорил джин. Он сказал, что ему поручено исполнение колдовства, и указал нам на колдуна, с которым он работает, и место, где спрятано колдовство. Он сказал, что колдовство находится под порогом дома. Затем я повелел ему выйти из юноши, и он вышел. После этого родственники юноши стали копать в указанном месте и извлекли оттуда предметы колдовства, разорванные листы с написанными на них буквами. Затем они растворили эти бумаги в воде, и колдовство перестало действовать. Хвала одному Аллаху. Если у вас болезнь, которую вы можете вылечить медицинскими средствами, обратитесь к доктору. Чтобы отличить обыкновенную болезнь от порчи, нужно прочитать больному рукью. Аллаху алям.